Окленд как-то неожиданно прямо строится. Повсюду стройка, растут новые здания. За несколько лет, что у меня здесь не было, сильно изменилось. Здесь вообще какая-то красота с перекрестками. Все разноцветное. Надземный переход над шоссе. И он такого интересного дизайна. Смотрите, какая красота. И самый кайф то, что едет он по выделенной полосе. Вот такой вот классный скейт-парк они сделали на пятачке между эстакадами. Много ли надо для счастья человеку? Просто помыть руки после туалета. Я себе сделал очень хитрую конструкцию. Теперь одна камера снимает вперед, другая снимает меня. В общем, что не сделаешь ради вас, друзья. Да. Какие собачки, какие милые собачки. В городе невероятно много китайских туристов. Вообще непонятно, что они здесь делают в таком количестве. Видимо, со мной сегодня на самолете прилетели. А я хожу с 3 камерами. С 3 камерами ходить очень сложно, друзья. Но что не сделаешь ради дорогого зрителя. Окленд уже оброс небоскребами, и в этих небоскребах исторические здания теряются. Стела уличной навигации. Так вот она выглядит. Мы сейчас вот здесь, а если подробнее, мы вот здесь вот. Здесь даже есть, видите, какие-то пешеходные улицы, они обозначены таким бежевым цветом. В городе полно рабочих, которые едят забитые все фастфудами рабочим. Здесь строят метро. И вот как это выглядит. Во-первых, значит, тут есть такой вот информационный стенд, который показывает, как идет строительство. Вот здесь конкретно делают туннель в 2 направлениях. Что они там отсюда извлекают. Короче, информация про стройку. Здесь показано, где мы находимся. То есть, как там все это идет. Все так подробно объясняется. Здесь схема будущего метрополитена. Самое главное, что здесь, вот видите, за стеклом можно наблюдать, как идет стройка. Что-то такое вот происходит. И где-то вот техника стоит. С этой стороны тоже, поскольку мы в Новой Зеландии, здесь настоящий новозеландский забор с птицами. Через пути такой вот красивый переход. Вот такой вот тут перекресток. Необычный. А еще в Новой Зеландии повсюду готовят крутой кофе. На каждом шагу какие-то крутые кофейни. Просто чудо. Здесь вообще какая-то красота с перекрестками. Все разноцветное. Главная доминанта города — телебашня со смотровой площадкой. Ну, вот все, кто там были из моих знакомых, они были не в восторге, поэтому мы на нее время тратить не будем. И опять же, посмотрите, они не рисуют зебры. У нас не просто зебры рисуют, у нас еще делают эти зебры контрастные, желто-белые. Когда рисуют эту контрастную зебру, то пешеход теряется на ней, его хуже становится видно. Поэтому достаточно нарисовать просто габариты, чтобы на пешеходном переходе пешеход был максимально заметен. Как классно здесь все сделано. Смотрите, кстати, нет ни бордюров, ничего. Вот, и все благоустройство. Вот самое главное, да? Видите, ниже уровня тротуара. Такая вот банальщина, зато всегда чисто, потому что вся вода будет туда стекать и потом там через дренаж уходить. Обратите внимание, как сделан пешеходный переход. Тут нету ни зебры, ни светофора, ничего. Все в один уровень. И у машин перекресток стоит со всех сторон, знак «Стоп». Статистика показывает, что аварийность снижается, потому что водители, пешеходы начинают вести себя осторожно. Когда вот ты подходишь к перекрестку, да, смотрите, и нету ни знаков, ни зебры, ничего, и ты не знаешь, можно тебе здесь переходить, нельзя переходить. И водитель подъезжает и тоже не понимает.
И все участники дорожного движения вот в таком месте, они ведут себя аккуратнее, чем в другой ситуации, если бы все знаки были. Видите, вот машины притормаживают и очень аккуратно поворачивают. Так, вот еще один переход. А здесь, что-то у них везде разная разметка. Нерегулируемый пешеходный переход. Ну, что интересно, во-первых, он приподнят, что, в принципе, правильно, ведь он приподнят в один уровень, то есть нет бордюров. И для велосипедов сделано зеленым, для пешеходов просто зебра. А перед нерегулируемыми пешеходными переходами у них висит такой вот ярко-оранжевый кружок. Это значит, водители в курсе, что здесь нужно быть внимательным. Смотрите, какая красота. Во-первых, земля, где растут растения, она значительно ниже уровня плитки, поэтому вся вода туда стекает, и там, скорее всего, дренаж, который уходит в ливневочку. Вот. Здесь оборудована парковка для мотоциклов, ограничена вот такими вот деревянными балками. Смотрите, как все аккуратненько сделано. А вот лавочка. А у лавочки есть спинка. У нас почему-то любят лавочки делать без спинок. У лавочки обязательно должна быть спинка. Вот. А вот это вот знаете, зачем нужно? Вот эти вот штучки нужны, чтобы люди на роликах не катались на лавочке, чтобы не использовали ее, когда они всякие трюки делают. Потому что если эти ограничители не делать, то лавочка будет быстро испорчена любителями скейтов, роликов, которые прыгают. Да, вообще Окленд как-то неожиданно прямо строится. Повсюду стройка, растут новые здания. За несколько лет, что у меня здесь не было, сильно изменилось. Город не узнать. А здесь вот готовятся высаживать новые деревья. Смотрите, взрослые. Это они тоже молодцы. Я думал, здесь какой-то ларек с едой, а здесь просто фортепиано. И что, и можно поиграть? Класс. И здесь ангар с трамваями. Что это? Музей трамваев? Сейчас посмотрим. На фасаде висят изображения каких-то билетиков. Да, здесь все закрыто. Это вот старые трамваи, которые здесь ходили. Ну и, судя по всему, они иногда ходят и сейчас. Надо будет узнать, в какое время. Так вот выглядит здесь остановка автобусная. Кстати, обратите внимание, как сделана остановка и защита от ветра и дождя. То есть она, в принципе, открытая, но по центру есть такое место, которое со всех сторон закрыто стеклом. И здесь в случае непогоды можно укрыться от дождя и ветра. Очень круто. А здесь вот лавочка. Внезапно какая-то детская площадка. Или что? Да, детская площадка. Вот это круто. Лавочки. Они повсюду одинаковые. Еще есть питьевой фонтанчик. Он даже... Вау! Он даже работает. Вот, класс. Все, я нашел, чем мне заняться. Вот должна быть детская площадка такое, чтобы взрослым было интересно играть. Вообще класс, да? А дальше здесь можно делать плотины. Все, откроем. Очередная тут такая детская площадища. Что у нас тут есть? У нас тут есть лестница, по которой мы поднимаемся наверх, и несколько горок. Опять же, обратите внимание на цвета, да? Никто не делает никаких пестрых решений. Натуральные цвета используются, и площадка смотрится очень круто. Самое главное, что на них хочется играть. И еще одна детская площадка невероятной красоты. Здесь используется песок, но у площадки, видите, везде высокие борта, чтобы песок не вымывался, не выветривался отсюда. Вот, что очень важно. То есть какие-то такие вот штуки, похожие на какие-то морские растения. А вот так вот они обыграли дерево. Сделали лавочку и
В общем, повсюду красота. А вот это вообще удивительное дело, у нас такого никогда не делают. А здесь есть туалет и детская комната пеленальная, сделанная из обычного морского контейнера. Вот детская площадка. И что нужно на детской площадке? На детской площадке нужен туалет. Потому что если вы пришли с ребенком поиграть, и у вас ребенок захотел в туалет, то вот можно его сводить или перепеленать. В России про туалеты, особенно на детских площадках, никто, к сожалению, не думает. Ну и что особенно круто, тут у нас площадка для маленьких детей, тут уже для тех, кто постарше. Здесь какие-то лестницы, конструкции, все это вообще очень красиво, стильно сделано, и они, конечно, молодцы, как они территорию порта преобразовывают. При этом все так, бюджетно. Какие-то морские контейнеры, балки, нет никакого расточительства. Да. Сейчас мы поднимемся на эти лестницы. Так, мне уже интересно, что там наверху. Лавочки. Просто конструкция с лестницами. Откуда все хорошо видно. Ну вот, панорама этого района. Что у нас здесь есть? Детская площадка, которую я вам уже показывал. Здесь это оставшиеся пути от того, когда здесь порт был. Здесь они просто сделали, видите, эти лестницы с балконами, с лавочками, такая конструкция. Тоже все такое простое, легкое. Я не думаю, что оно каких-то больших денег стоит. Но, тем не менее, вот пространство оживило. Здесь какой-то фестиваль. Окленд арт-фестиваль. Готовятся, они там билеты продают, сцену монтируют. А там вот стоят яхты. Парковка, рыбный рынок. И здесь вот новые дома строят. Такая вот красота. Какие-то цистерны. А это все кафе, рестораны. Сейчас надо будет куда-нибудь пойти и как раз перекусить. Вот что можно сделать на месте бывшего порта. Надземный переход над шоссе. В этом, кстати, нет ничего страшного, потому что как раз над шоссе должны быть либо надземные, либо подземные переходы. И он такого интересного дизайна. Смотрите, как они сделали его. Какой вот там принт. Сейчас мы поднимемся, посмотрим. У нее есть лестницы, есть лифт. Интересно, работает ли лифт? Так, ну что, лифт работает. Много ли вы знаете надземных переходов с работающим лифтом в России? Здесь работает. И вот такой вот надземный переход. Ну, красивый, красивый, хорошо сделали. Такая конструкция. И здесь у нас вид на яхты, на многочисленные яхты, которые здесь стоят. Смотрите, как здорово, бетонный тротуар. Здесь такие вмонтированные ракушки, крабики. Вот так вот это вот выглядит. Сразу гулять веселее. Так, и здесь у нас в порту стоят какие-то невероятного размера яхты. Полярная звезда. Это яхта в чехле, называется Помела 5. Самое интересное, это потом в интернете смотреть, чья яхточка. Дальше пройти нельзя, но кто-то к нам сюда приплыл, в Окленд. Интересно, кто. Обратите внимание на вот эти вот страшные машины, которые стоят здесь в клетках. Знаете, что это такое?
Это специальные машины, которые передвигают разделительный барьер. На шоссе разделительный барьер, он двигается, вот эта машина едет, она через себя его пропускает и передвигает на одну полосу. То есть, когда утренний час пик и все едут в центр города, лишняя полоса прибавляется тем, кто едет в центр, а вечером наоборот. Двухэтажный автобус здесь есть, прямо как в Лондоне. Смотрите, какая красота. И самый кайф то, что едет он по выделенной полосе. Вот так. Это называется приоритет общественного транспорта. Учитесь у Новой Зеландии, друзья. Если в вашем городе нету выделенных полос, то что-то не так. А это у нас скейт-парк. Скейт-парк, давайте посмотрим. Вот тут вот народ катается на самокатах. Все вот обустроено на пятачке между дорогами. Обратите внимание, вот стоит трансформаторная будка, да, и насколько вот круто даже трансформаторная будка сделана. То есть она не просто какая-то стоит, как у нас, да, хрен пойми что. А тут какой-то есть дизайн. Вот здесь бетон с каким-то вот такой вот текстурой. Даже вот колючая проволока и так красивая. Да, вот вообще. Это не трансформаторная, а здесь какие-то пожарные гидранты, еще что-то. Но все равно. Блин, круто же сделали. Вот почему у нас так не могут? Класс. И даже с этой стороны, видите, с какой-то рампой она так вот сделана, что ее можно использовать для каких-то прыжков и трюков. Не знаю, очень круто. Мне даже вот эта будка нравится больше, чем скейт-парк. О, видите, смотрите. Баскетбольная площадка. Такой вот классный скейт-парк они сделали на пятачке между эстакадами. Какой-то бывший завод, как это часто бывает, переделанный под магазины, кафе. В общем, реконструировали территорию. Какое-то вот архитектурное бюро сидит. Интересный парковочный столбик, который весь покрыт панелями солнечных батарей. То есть вся нога и крышечка сверху. Все повсюду с панели солнечных батарей. Вот так вот. Вот такой вот вид на Окленд. Немножко непривычный. Телебашня, паркинги и бесконечные стройки. Нетипичный Окленд. Здание старого театра. Такой вот арт-деко местный. Вот. Главная торговая улица, Квин-стрит. Автобусы многочисленные стоят. Толпы туристов. В общем, местная 5-я авеню или Тверская. Вот такая вот улица. Недавно сделали, все замостили плиточкой. И здесь вот на рельефе такое вот общественное пространство у нас. Фонтанчик. Смотрите, какая прелесть. Столы для пинг-понга. Лежат ракетки, никто их не забирает.
Вот так это выглядит. Порт Окленда. А пока полюбуйтесь закатом. Ах, какая красота у нас тут. Я хочу показать вам этот прекрасный домик. Это не просто домик, это уличный туалет. Здесь проходит концерт. И привезли такой вот туалет. Чем он отличается от туалетов, которые ставят у нас на массовых мероприятиях? Во-первых, он чистый, там просторные кабинки, ну мы заходить не будем, но поверьте мне, они просторные и чистые. Там нормальное освещение внутри, видно, видите, горят окошки. А самое главное, тут есть умывальник, мыло и полотенце. И можно после туалета помыть руки. Много ли надо для счастья человеку? Просто помыть руки после туалета. Баскетбольное кольцо, но не просто баскетбольное кольцо, а подсвеченное баскетбольное кольцо. Просто установили прожектор и сразу, видите, стало хорошо.